Ура! Я дождалась наконец-то. Да какую писюнькать, какулькать, я еще только проснулся. Вообще так легко, мне так нравится эта машина, намного лучше, чем та наша. Как будто нет. Как будто бы остался бы там в Англии. Я в шоке, сколько всего Сашка привез. Видите, рассказывать, потому что я даже не знаю. Ура! Я дождалась наконец-то. Сегодня пятница, это значит, что Сашка приезжает, правда, поздно вечером. Но ничего страшного. Главное, что я дождалась. Он уже написал, к сожалению, что его самолет задерживает на 15 минут. Но знаете, я его столько и так долго жду, что уже 15 минут меня не испугает. И, конечно же, я, как обычно, как готовлю какие-то вкусняшки. Я даже вам сейчас покажу. Я придумала, что я приготовлю такой тайский суп в Lidl Mix. Уже как-то давным-давно мы снимали видео, но я могу показать, из чего я делаю. Но я прям подробно не буду показывать рецепт, потому что на YouTube он везде есть. Если вам интересно, напишите тайская зупа з Lidl Mix пшепис. Вот, и вам выдаст Google и YouTube этот рецепт. Поэтому я только покажу, из чего я делаю, и решила приготовить какое-то такое легкое ризотто. Я, конечно, не умею готовить его правильно, но, знаете, по-своему. Вот, поэтому буду встречать Сашку с вкусняшками. Я знаю, что он любит то, что я буду готовить. Я знаю, что он это любит. Поэтому, я думаю, буду его радовать, встречать с хлебом, солью. Ну, вот в этот раз я ходила на работу, и, знаете, как-то быстрее время прошло, потому что было очень много дел. Помимо того, что надо сходить на работу, надо вернуться с работы, выгулить Чупи, и все это делала я сама. Обычно мы с Сашей вместе это делаем. Утром, например, я выгуливаю, в обед Саша, и вечером мы уже вместе. Или наоборот, утром Саша, а в обед я, или мы вместе вечером тоже вместе. Ну, короче, мы обычно или делегируем, или совместно это как-то решаем прогулки с Чупи. Но нету никаких вопросов по поводу... Чупи вообще для нас не обуза, это наш любимый. Самый любимый животинка. На самом деле, помню, кстати, когда мы только собирались покупать собаку, нам многие говорили, что вот, вам надо будет выгуливать его не только летом, но еще вам нужно будет и рано вставать, и в дождь, в снег, в слякоть, в температуру. Мы с Чупсиком уже пережили все, и ковид. У нас была температура под 40, и мы с ним выгуливали, и мы его выгуливали. И мы пережили с ним и дождь, и снег, и слякоть. И знаете, у меня нет вообще никаких вопросов по этому поводу. Я легко, с удовольствием выведу его погулять. Тем более, даже если сильный дождь, можно его одеть в комбинезон. И минут 15-20 он спокойно прогуляет. Он сам не любитель, знаете, гулять часами. То есть у нас такая порода, что либо нам так вот Чупи, у него такой характер. Он не особо там любитель долго гулять на улице. Он чуть-чуть погуляет, и дома ему комфортнее. Такой домосед. Вот, поэтому все очень нормально. С Чупсиком у нас классно по поводу просыпания раннего. Его вообще просто у нас нету. Чупи спит до 10. И вот мне, например, нужно было на работу утром рано, к 8 часам, и мы просыпались в 6 с ним. Он в клетке своей спит. Я когда его будила, он вообще такой был сонный, вялый, он вообще не хотел. Я его выводила на улицу в туалет. Он вообще очень долго ходил, не понимал, да какую писюнькать, какулькать, я еще только проснулся. Точнее, даже не проснулся, потом его возвращала, и он сразу спать ложился. Не ел, не пил, сразу спать ложился. Короче, для него ранний подъем. Он, наверное, привык, что мы никогда не просыпаемся, и вот он подстроился. Ну ладно, что-то я заболталась на этом месте. Уселась так хорошо на Сашином стулике. Наверное, сейчас сварю кофеечек и покажу вам
ингредиенты для тайского супа. Я уже готовила его очень много раз и уже его подстроила под себя. Там самое главное в этом супе это несколько ингредиентов, без которых суп не будет таким вкусным, наверное, да, вот так скажу. Ну и покажу свои ингредиенты. У меня здесь курица. Я обычно беру мясо с ноги курицы. То есть, без косточки покупаю такое мясо, без шкурки, без косточки сразу его. И нарезать его надо вот такими вот, сейчас покажу. Но это не обязательно нарезка, но она должна быть вот такими тоненькими, желательно, такими тоненькими полосочками. Это ни на что не влияет, нарезка ни на что не влияет, но приятнее в супе так вот вылавливать. У меня это все перемешано в такой специальной пасте, я вам сейчас покажу. Дальше нужна морковка, имбирь. Я беру всегда вот такие грибы, они вот вкуснее. По мне вот такое кокосовое молоко. Именно вот этой фирмы вообще идеально подходит. И там нужен куриный бульон. Честно говоря, я ничего не варила, никакой был куриный бульон. У меня вот такой вот в холодильнике стоял. И я уже готовила несколько раз с этим бульоном. Все прекрасно, отлично, я бы сказала. И покажу вам пасту, в которой я обваляла. Это вот у меня такая для том-ям, фиолетовая. И у меня есть оранжевая. Оранжевая нам нравится меньше, чем фиолетовая. Оранжевая, знаете, больше такая, как это сказать, более острая, без вкуса, просто тупо острая. А вот эта, она острая, с всяким вкусом. В рецепте еще нужен был галангал, этот чили-перец и всякие такие ингредиенты. Но я их не покупаю, не добавляю, потому что какой смысл, если все это есть вот тут в пасте. Вот, поэтому это все не попало, кроме имбиря. Имбирь мне нравится. Пока буду готовить, наверное, выпью кофеечку. Кстати, так давно не пила кофе. И хотела рассказать вам еще про... Я, может, рассказывала. Мой любимый кофе, короче, мы его покупаем в Лидле. Вот этой фирмы Белларом. Это какой-то лидловская какая-то фирма. Не знаю, короче, но он намного дешевле, чем Нескафе. Вот, от него. И мы... короче, и вот самое интересное, вот это джинджер латте. Если увидите, и у вас есть вот такая вот машина капсульная, то я бы посоветовала попробовать, потому что, не знаю, прям... Вы же знаете, что я кофе не очень люблю, а вот этот раз в 2 дня прям идеально мне заходит. И очень легко на этой машинке работать. Сначала надо молоко вкладывать, капсулу с молоком, да, получается вот столько полосочек. Воды у меня там достаточно. Нажимаю кнопку. Вообще так легко. Мне так нравится эта машина. Намного лучше, чем та наша. Я вот так протыкаю и нажимаю горячую кнопку. И ждем. Так мне нравится. И работает. Ой. О, работает. Смотрите, как красиво. О, класс. Сейчас такая пена будет божественная. Просто посмотрите, как взбилась. Я в восторге. И дальше это все снимаем, капсулку. И, конечно, куда без гавкания чупсика. Чупсик! Ну-ка, угомонись. Чупсик! И 2 полоски нарисовано, последние 2. Тоже протыкаем и горячий нажимаем. И вот сейчас кофе польется, и вы просто обязаны увидеть этот ингредиент. Он просто секси, кофейный секси. Посмотрим, сейчас польется. Вау! И посмотрите, какая пена просто. Это, не знаю, как в какой-то кофейне. Если бы мне подали в какой-то кофейне такой кофе, я бы офигела. Точнее, это латте, как он называется правильно? Латте. Ну супер! Как это не хотеть пить? И заодно покажу, какая я молодец и какую я сделала перестановку в ванной. Ну, такую маленькую, но сделала. Похвастаюсь. Мне очень хотелось привести вот здесь такой порядок, потому что вся моя косметика, она была расставлена вот в этом углу. И это катастрофа. Мне хотелось какую-то, такую какую-то форму поставить, знаете, все, чтобы организовано было.
Вот, я нашла в Пепко. Это, кстати, старая наша корзина. Я ее сюда поставила и сюда свою косметику закинула. А эта корзина у нас была на этом месте. И в Пепко я увидела вот такую вязаную тоже корзину. И она мне так понравилась. И она подходит по цвету к нашим классным полотенцам. Она вот тут так стоит. Мне кажется, офигенно выглядит. Короче, здесь у нас этот освежитель воздуха. И всякая, короче, фигня для волос. Но это еще не все. Мне захотелось упорядочить все наши гели, порошки, и чтобы это выглядело красиво, в красивой формочке, в красивом месте. А ты чего пришел? Ты же спал. Или ты проверяешь, что тут? Короче, все для стирки я тоже упорядочила вот в такую вот вот в такую вот корзину. Тоже кажется классно. Потому что все это лежало у меня вот здесь, и это занимало катастрофически много места, и невозможно было вот поставить вот так вот. Как это? Горизонтально. Ой, нет, горизонтально все у меня лежало, а я хотела, чтобы оно было вертикально. Потому что все вытекает, вот даже видно вот здесь вот эта полоска вытекает, и она бесит. Поэтому я купила вот такую корзинку, она так офигенно смотрится в нашей ванне. Прям считаю роскошной. Я вот сюда вот задвигаю. Ну, вот такая мне перестановка. Тебе понравилось? Чупсик. Ты будешь тайский супчик есть? Будешь тайский супчик? Ой, ну давай пузика надо пожалеть, собаки. Ты такой красивый, чупсик. Так его люблю, ребята. Это моя самая большая любовь. Я даже не думала, что собаку можно так любить, ребят. Я даже люблю его кучерёжки. И даже его вредность люблю. Я сначала злюсь, а потом думаю, сколько ты, Оля, сможешь позлиться? Полминуты? Ну, полминуты обычно я и злюсь, если он где-нибудь накосячил. А потом уже все жалею, а он это знает. И вьет веревки с меня, да? Вредина. Уверена, у кого есть домашние животные, испытывают точно такие же чувства. Даже у кого есть коты. Все любят. Домашние животные, это, я не знаю, ну это как член семьи. По-другому же не назвать. Смотрите, как он целует меня. Ты моя радость. Ты меня целуешь, я тебя тоже целую. Он любит, когда я ему попку вот так чухаю. Он это все обожает, когда вот такой чухаешь его. О, уселся, давай, чухай его по жопке, по спинке, да? За ушком обязательно почешите собаку. За ушко буди собаку почешите. Сидим с ним на полу ванны. Посмотрите, как он мне лапку поставил. Ты моя злая. Ты чё такой сладкий, чупсик? Я даже не знаю, сколько он весит. Кстати говоря, после кастрации он очень сильно хотел кушать. Вот прямо он все сжирал на своем пути именно на улице, и он постоянно требовал еду. Хотя до кастрации такого не было. До кастрации, про тебя не говорить такое. До кастрации он вообще редко возмущается, вообще редко даже доедал свою дневную порцию. Ну, как-то вот он худыш у нас. Но у него уже все хорошо, мы наладили ему еду и всякие его дела. Ну вот, после кастрации он очень стал хотеть есть. А потом прошло время, мы ему не давали, мы не шли на поводу. Мы все равно, как положена ему порция в день, мы ему до этого накладывали, какую он должен кушать, такой мы и придерживались. И мы пережили этот момент, когда он хотел есть все пылинки, все соринки, ему надо было все. Вот, и сейчас у него опять вернулось то состояние до кастрации, когда он перестал есть даже целую свою порцию. То есть он в день, ему надо вот 160 грамм, а он, например, есть 140, 120. То есть он утром может не доесть, а вечером он уже проголодается и все съест. Ну как все? Что-то все, когда-то не все. Вот такие истории о чупсике. Вот интересно, у кого есть собаки, у вас собаки все съедают? Потому что я знаю, что коты, это троглодиты, они вообще все съедают. Сколько им не положишь, они будут есть. А вот именно собаки,
у кого есть собаки, вот напишите мне, пожалуйста, они у вас целую порцию съедают? Или это из-за того, что у Чупсика такие проблемы с животиком, он вот как-то не съедает полностью свою порцию? Ну все, кофеечком похвасталась. Я очень хотела похвастаться, и чтобы вы посмотрели на этот ингредиент. Как он называется, это слово? Не ингредиент, а... Блин, градиент! Забыла, ребята! Пена потрясающая. И вот этот, ну не знаю, джинджерный. Знаете, вот пряники такие с имбирные пряники. Вот. Вкус вот этих печенюшек. Блин, ну либо у меня что-то со вкусами не то, но мне очень вкусно, потому что реально вкус вот этих не инжирных, блин, я забыла все слова. Вы поняли, джинджерных этих пряников. Все, я отключаюсь. Я же покраснела от стыда, что забыла слова. Ну и вот мой тайский супчик с курочкой, с грибами. Тут единственное, по рецепту нужны помидорки черри. Мы их не особо любим в этом супе. Но по инициативе можно, конечно, иногда добавить, когда захочется. Когда у меня есть такое желание, иногда я добавляю. Сегодня, если честно, даже их забыла купить. Но я и не особо расстроилась, потому что я и не особо хотела их добавить в суп. Боже, это потрясающе. На вкус это потрясающе. Сашка будет рад, потому что я давно уже не готовила. Но это наш любимый супчик. Последний день я уже стою на остановке, жду автобуса. Собрал огромный чемодан. Настолько я уже заталкивал, закрыл, но когда пришлось доставать ручку, она до конца не доставалась. Так что только когда я открыл, достал и уже потом закрыл чемодан, только так сработало.
Ну, надеюсь, то, что я набрал, оно все не зря. Покажем уже вместе дома, что привезу. А так, в принципе, ну, в Англии прикольно, очень отличается от других стран, конечно. И в Лондоне очень даже понравилось. В целом, ну, столица есть столица, это всегда похожие города между собой. Но Лондон, конечно, имеет свои такие фишечки. Было прикольно. И тем более вместе с англичанином походить, он что-то рассказывал. Он не в Лондоне живет, но как бы немножко в курсе. В общем, такие итоги командировки. Успели немножко и поработать, попроводили собрания между собой и с какими-то вышестоящими руководителями. Ну, было полезно и прикольно. У вас прошло всего лишь пару минут, а у меня целую вечность. Сашка дома, ура! Ты счастлив, ты рад? Да, Да? Еще просто да? просто очень. Ну ладно, ты устал. Ну на самом Все деле, устали. ну ты же рад. Ну, такая я что сказал, что я Ты просто сказал так, да. Как будто не рад. Как будто бы остался бы там в Англии с кем-то, с левосторонним движением. А, я справа. С левым. И что бы там, ну как тебе? Устал капец. Прикольно. Ну, Ещё? я пока не знаю. В смысле, ты в Англии был, прикольно, не знаю. Ну как бы Прикольно, ну, можно еще съездить. разок. А Лондон? Только уже, ну, в своих целях, а не в Ну рабочих. да. Ну понятно, что ты много работал и меньше всего тусил в Англии. Ну, по самой Англии ходил. Ладно, давай тогда покажем, что ты напривозил. Да. Потому что Чупсик сходит с ума, он не понимает, что это за запахи. Тут я в шоке, сколько всего Сашка привез. Ну давайте сначала. Это он купил в аэропорту 10 фунтов, сказал. Какой-то как? Ну, Джин. джин, С такой рюмкой, кстати, в подарок. Да. джиггер. Джиггер этот. Это, Саша, иди ты рассказывай, потому что я даже не знаю. Ну, Это прикольно, ну, пай, это какие-то пироги мясные. пироги мясные. А, порш. Ну, это написано. традиционная английская. Такие штука. тяжеленькие. Класс. Чаи. А два вот таких одинаково. И вот, ой. И вот еще вот такой чай. А чаев много. Вот это чай. О, смотрите, Сашка мне привез капсулы Starbucks. Тофи и латте. Офигенно. Потом еще вот два таких чая. Смотрите. Это автобусик. Потом индийские какие-то вкусняхи, не знаю, черви какие-то. Засушенные. Чакры. Чакры. Этот был дома. Потом он... Тоже Индия. Индия. Это приправа масала. Это индийская приправа. Куда вкуснуть? Еще один чай. Чаев много не бывает, да, Чупсик? Это... Где еще чай есть? А все, чаи. Вот эту сторону я показала. Короче, вот такой какой-то пирог, сладкий торт. Ну, не торт, конечно, какой-то хлеб. Ну, что-то интересное. Что-то, это мы обязательно будем пробовать, даже, наверное, на видео, да? Говорите, Да. вкусно, невкусно? Потом печеньки, ну, это просто печеньки. Это вот такие, типа, сникерсы. Ну, я не знаю, только английские. Как? Даблдекер называется. Даблдекер. Прям как автобус. А, вот этот красный автобус так называется? Да. Прикольно. Так, карамельные вафельки. Еще таких дабл. Ну, мы хотим и раздать, поэтому так много. Печеньки. Опять чай. Это ты набрал где-то, да? Да. Пакетики. Где? Расскажи. В отеле. В отеле стырил. Так, это чай. О, еще всякие эти лапшички. Это я показала, это показала. А, это я показала. Вот еще такие какие-то бисквиты, не знаю, какие-то сладкие вкусные бисквиты. Это тоже лапшичка. Вот еще куча такой набор конфет. Еще тут огромный набор конфет. Сейчас я открою, покажу. Оп. Ведро просто, ребят. Ведро. Офигеть. Английская. Так, тебе нельзя конфеты, ты сам шоколадка. Польским шоколадкам нельзя английские шоколадки. Понял? Красавчик.
Так, тут получается все я показала. Сейчас еще. И Сашка мне привез еще вот такую классную пижамку с такими шортиками. Блин, офигенная, да? Ну, Очень прикольно. нравится. Спасибо большое. Так, и еще показываем дальше. Это еще не все. Донаты. А как еще называется? Бейглы. А, Ну, это бейглы. когда солёные. А, то ладно, это не соленый. 2... Блешкин. 2 сыра. Видно такие огромные куски. Сколько мы их будем есть? По 3. И заморозим, ребят. И еще вот такой чикен карри пай. Кто-то его уже обнюхал и даже лизнул коробку. Блин, ну так все интересно попробовать, Сашка. Сашка, ты такой молодец, что все это привез. Это очень много всего, учитывая, что это все ручная кладь. Я даже фиш-н-чипс не ел. Оставил На потом. на совместное поедание. Ну да, правильно. Дай бог мне тоже сделает визу, и мы с тобой поедем. Да? Будем есть фиш and чипс, гулять по Таврскому мосту, ходить в музей бесплатно. Где-то Да. он там обнаружил какой-то бесплатный Да, в музей. Англии почти все. Ну, я не особо любитель прям музеев, но только чтобы он был интересный. Ну, не обязательно там полдня проводить. Ну все, будем тогда мы раскладывать вот это все. Спасибо, что были с нами. И пока-пока. Пока.